Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня видео о косметических пустых баночках. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Косметические пустышки я собираю вот в пакет Wildberries. Он у меня висит в гардеробной, и мне очень удобно туда все складывать. А начну я с увлажняющего крем-мыла Grass Milano, жемчужное. Цвет у него был именно жемчужный, аромат нежный, косметический, такой приятный. Дарила мне это мыло Марина Лимон, привет тебе и огромное спасибо. У меня это мыло довольно долго было в запасах, потому что, несмотря на то, что аромат очень приятный, я в первую очередь всегда, конечно, стараюсь ставить что-то с более ярким ароматом, с ароматом вкусняшек или цветочные какие-то отдушки. И поэтому мыло стояло. Я думала, что отвезу его в Питер, но тоже, согласитесь, 1000 миллилитров как-то не очень хотелось бы куда-то возить. А тут мне пришла в голову идея помыть им посуду. Хватило мне 1000 миллилитров очень надолго. Средство прекрасно справлялось с мытьем посуды. Правда, у меня нет жирной посуды, и я не знаю, как бы оно работало в этом случае. Но я никогда ничего не жарю в еду, даже в салаты не добавляю никакие масла, майонезы. У меня чисто там овощи, в основном супы без мяса, поэтому с такими моментами мыло справлялось просто прекрасно. У меня, правда, еще есть от Natura Siberica, точнее, так сказать, от дочки Natura Siberica. Первый косметический был такой магазин, и вот их мыло с ромашкой. Я тоже мою сейчас посуду, и оно вообще как бы такое гелеобразное, густое. Но вот когда ко мне приезжал мой друг, ну и вот мы жарили шашлыки, я мясо не ем, но он любит. И я могу сказать, что шашлычнице жир было смыть очень проблемно. Так что, может быть, и данное мыло так бы работало. Но вот если у вас посуда не жирная, тоже можно использовать. Следующее, что хочу показать, это от чистой линии шампунь объем и свежесть. В объеме 380 миллилитров. Тут, правда, я водичку налила. Да, ну просто шампунь густой, можно, кстати, им еще раз помыть голову. Я не знаю, почему я налила воды и сразу убрала в пустышки. Честно говоря, не знаю, что у меня было в тот момент с логикой. Я очень люблю шампуни от чистой линии, они мне подходят. У меня волосы окрашенные, но в принципе я их окрашиваю один раз в 2 месяца. Хотя где-то вот в мае, в июне получилось, что я окрашивала каждый месяц. И еще вот я сейчас немножко подкрасила волосы, но даже в этом случае шампунь волосы мне не спутывал, не превращал их в мочалку. И вообще волосы после очень приятные на ощупь, хотя бальзам я по-любому использую, и даже средства для облегчения расчесывания я тоже использую, но это чисто уже, знаете, как такой ритуал. Шампунями от чистой линии я давно пользуюсь, и аромат мне нравится, и упаковка, ну и так далее, и по акциям можно найти. Поэтому мне как бы очень нравятся такие шампуни. Следующее, что у меня закончилось, это от Faberlic серия La Crème, увлажняющая пена для ванны, крем-пена с ароматом кокоса. Я когда-то покупала и пены, и гели, в общем, все, что только возможно. И из этой серии у меня там и кусковое мыло, шампунь был, бальзам. Безумно приятный аромат, пахнет не кокосовой стружкой, а именно такой как ореховый аромат, вот
кокосик, прям очень натурально, приятно. Но, честно говоря, ванну я не принимаю, мне нравится под душем мыться. Поэтому сначала я в качестве пены попользовалась, когда еще хоть периодически как-то бывало могла полежать в ванной, а доиспользовала его в качестве геля для душа. Вообще прекрасно, и аромат на теле потом оставался, очень здорово. Хотя у меня, по-моему, гель такой есть. Еще один гель закончился от Yves Rocher, серия Жордан Дюмон, бразильский кофе. Ну, в свое время я, конечно, попробовала из этой серии очень многое. И больше всего мне понравился бразильский кофе. Также мне нравилась лаванда. Прям очень натуральный аромат, все как я люблю. И что еще-то было? Вот апельсиновый мне нравился, он прям как фанта был аромат. Вот. Я так понимаю, что сейчас этой серии нет, к сожалению. Я тут даже вон водичку наливала, потому что был густой. Я даже вот это, наверное, использую, потому что, ну, реально очень нравится. И упаковка такая красивая вообще. Ну, если этого сейчас в продаже нет, очень жаль. Я помню, у меня был один гель в запасе, я его хранила так бережно, потому что одно время я постоянно заказывала и просто заходила в Yves Rocher, покупала, но особенно делала заказы, потому что тогда были подарки очень хорошие, и когда уже вот стали говорить, что вроде все это выводят из ассортимента, я берегла этот гель, но вот в 2018 году, я помню, поехала в Питер. Ну, я живу, если кто впервые на канале, в Москве, то есть, понятно, у нас здесь тоже все это есть. Но косметики у меня много, поэтому я особо сейчас и не хожу по косметическим магазинам, а там под настроение зашла, купила такой гель, он еще был в продаже, и поэтому тот использовала. И вот с 2018 года этот стоит у меня, ну, думаю, пришло время, потому что было бы обидно, знаете, если бы с ним, допустим, ну, аромат бы изменился, и не попользовалась, да. Короче, шикарный гель, он классно пенится, аромат на всю ванную комнату, действительно пахнет кофе, хорошо ухаживает за кожей, ну, короче говоря, только плюсы сплошные. Но, собственно, почему у меня все так сразу, да, закончилось 2 геля, это не потому, что я за месяц использовала. Здесь, когда я поставила в использование, было вот немножечко, поэтому я быстро доиспользовала, плюс еще у меня как раз друг приезжал, пользовались вместе, ну и этим мы гелем тоже вместе пользовались, и, ну, я как бы чередовала, и знаете, когда несколько гелей в использовании стоит, так или иначе заканчивается примерно все одним махом. Бальзам для волос от Faberlic Ботаника закончился с ромашкой и кедровое масло. Здесь объем 200 мл. У меня был, по-моему, и шампунь из этой серии. Ну, в общем, бальзам очень хороший. Волосы гладкие, шелковистые, блестящие после, и аромат приятный. Смывается с волос хорошо, наносится легко, и не нужно как бы его там очень много. Тоже одни плюсы, в принципе, могла бы и повторить, и у меня это не единственный был тюбик. И вот еще один как раз-таки тоже гель. Также мы вместе с другом пользовались. Это Le Petit Marseillais, белый персик и нектарин. В объеме 250 мл. Упаковка классная. Когда-то мне моя ученица Ира мне подарила такой набор. Там еще с миндалем крем был. И мне тогда очень понравился этот гель. И когда я за какие-то копейки, в прямом смысле слова, под Новый год в Ашане увидела этот гель, я просто штук 10 взяла и на подарки дарила, и до сих пор у меня еще этот гель остался, там несколько упаковок. Аромат шикарный, действительно пахнет вот фруктами, ну, персиком там или нектарином, очень так узнаваемо, и аромат на всю ванную комнату. Единственное, как и со многими гелями, я заметила, что
идеально, чтобы вода была такая теплая, не холодная, не горячая, а именно теплая. Тогда аромат, он не изменяется. Часто бывает так, что меняется аромат, когда слишком горячая вода. Далее. От Natura Siberica. Crazy Звери, Divarok. Биомасло для тела, лимонник на кедре, подтягивающее, густое, для чудесной гладкой кожи. Мне этот крем очень понравился, я его брала на распродаже в Ашане, буквально тоже за какие-то, в прямом смысле слова, копейки, ну практически в прямом смысле, то есть прям очень-очень дешево. Вот. И упаковка красивая, цена была приятная, консистенция понравилась. Масло было немножко такое желтоватое, что ли, самую малость. Ну, тут уже осталось так по стеночкам. Аромат пахнет и лимоном, и вот этой хвоей какой-то. Пахнет очень приятно, нежно так, и косметическая нотка присутствует. Сначала я, знаете, по весне пользовалась на все тело, потом уже, когда жарко стало, временно перестала использовать, но потом как-то подумала, что можно на бедра, на живот, но, правда, я не могу сказать, подтягивает он или нет, потому что в меру моей профессии у меня нет проблем, слава богу, с фигурой, поэтому тут я ничего сказать не могу, но тем не менее наносила на кожу, как минимум питал, крем увлажнял. Вообще могу посоветовать, по крайней мере, пользоваться данным продуктом огромное удовольствие. Шампунь еще у меня один закончился от Skin Juice. Такой вот. Дарили моей маме на работе коллеги шампунь и гель. Гель, наверное, тоже где-то здесь болтается. Ну, аромат приятный. Он такой, знаете, парфюмированный, но нежный, очень нежный. Кстати, вот еще осталось, но это я, наверное, доиспользую либо для мытья посуды, либо там в качестве жидкого мыла. Вот, например, сегодня. Упаковка удобная, вот так вот и держать хорошо в руке. Написано, что очищает и увлажняет волосы, делая их шелковистыми. И объем 120 мл. Я не соглашусь. Мне вообще редко так, чтобы не подходили шампуни, но вот этот мне не подошел. Слава богу, что небольшой объем. Потому что вот помоешь волосы, и вы знаете, шампунь их не жирнит. Он не превращает их в мочалку, вроде бы, не путает волосы. Но знаете, такое ощущение, что то ли он... мне даже сложно объяснить. Вот волосы, такое впечатление, что какая-то, допустим, отдельно взятая прядь, то ли не промыта, то ли еще что-то. Я вообще не могла понять, что происходит. И волосы были после, даже когда я... уже даже ни маски, ни бальзама не помогали. Вот неприятно было к волосам прикасаться. Они какие-то жесткие, какие-то вот, ну, не гладкие. У меня редко такое бывает, поэтому, ну, наверное, много-то об этом не стоило говорить, потому что это, видимо, какая-то лимитка, такой подарочный вариант, но имейте в виду. То есть я не из тех людей, кто как бы с большими претензиями в плане шампуней. Мне важно, чтобы не было мочалки и чтобы волосы не жирнились. То, что у меня волосы нормальные, и многие знают, что я могу волосы раз в 2 недели мыть, и никто не подумает, и они будут просто с виду абсолютно чистые. Вот, поэтому я как-то к этому спокойно отношусь, но правда качество плохое. И вот как раз гель для душа. Ну, гель нормальный. Такой же абсолютный аромат, парфюмерный, пудровый, я бы сказала, аромат, приятный. Если бы, конечно, он был поярче, чтобы вот
действительно на всю ванную комнату, то, как говорится, цены б ему не было, потому что пудровые парфюмированные ароматы я очень люблю. Вот. Но кожу он вроде как бы и не сушил, но я, знаете, не пользовалась прям на постоянке. Вот. А так, в общем, гель лучше, чем шампунь. Следующее, что закончилось. Так, с чего бы начать? Ну вот от Avon Naturals спрей лосьон для тела, освежающий имбирный пряник. Вообще, ну, все лосьоны по своим свойствам мне безумно нравятся. Они очень классные и в качестве ароматизатора, и даже я слышала, многие в качестве дезодоранта используют. Я попробовала недавно, и вы знаете, даже в самую жаркую погоду прекрасно, вообще прекрасно как дезодорант. И на белье можно брызгать, никаких ни жирных пятен, ничего не остается. И в качестве, вот этот конкретно спрей я зимой как антисептик использовала. То есть он вообще, у него область применения просто огромная. Что касается аромата. Когда первый раз я его заказала, вот первые дни я была в неописуемом просто восторге, потому что аромат такой, что от восторга аж голова в прямом смысле слова кружилась. Невероятно приятный, вкусный аромат. Потом, я не знаю, как так случилось, но он у меня потерялся. Причем явно я выходила из дома, он у меня был в рюкзаке, я приехала в студию, спрея нет. Я, конечно, очень расстроилась, подружка делала заказ, я еще заказала 2 спрея. И когда я доиспользовала, вот примерно, ну вот столько, я так поиспользовала, и вот столько осталось. Вы знаете, спрей изменил аромат. На моей памяти такое с Avon впервые. Аромат поменялся, он стал, ну, кому-то пахло чем-то жженым, каким-то то ли даже костром, мне просто чем-то неприятным. Не сказать, что какая-то вонь, но неприятно. Потом в какие-то моменты вроде снова возвращался прежний аромат. И со второй бутылочкой произошло то же самое. В самом начале аромат приятный, потом появляются какие-то странные нотки. Вот сейчас я бутылочку открыла. Ну, я чувствую немножко запах спирта, немного знакомого приятного аромата и плюс что-то такое вот тяжелое. Поэтому, когда уже подруга заказывала в 3-й раз, я не стала заказывать. Но вот ее детям вроде все понравилось. В общем, очень обидно, потому что у Avon очень хорошие спреи, хорошие ароматы, а этот, вот повторюсь, мне безумно изначально понравился. Вот, но я знаю, что его многие сразу ругали. Может быть, это происходит из-за того, что я раньше же спрей с собой не носила, а этот, может быть, вот постоянно вот так вот таскала, он, ну, как бы взбалтывался, может быть, от этого. Может быть, знаете, еще от смены температуры, потому что я обычно держу спрей дома, а так и зимой на улицу носила с собой постоянные перепады температурные, может быть, еще и от этого. С этим связано. Тем более, что, как правило, те, от кого я слышала негативные отзывы, они живут там не в Москве, не в Питере и в более холодных регионах. То есть, может быть, пока везли. Такое дело тоже возможно. Ладно, следующее, что закончилось, это, как всегда, гель для лица Карина от фабрики «Свобода». Я уже пользуюсь несколько лет этим гелем. То есть изначально я рассказывала, что пришлось менять свой уход, потому что непонятные были там высыпания, еще что-то. И у меня в качестве маски оставался вот этот гель, я его брала на маску. И я думаю, ну, чем-то пользоваться надо. И у меня просто вот в прямом смысле слова сидишь, смотришь в зеркало, и появлялись прыщи, а мне это не свойственно. И каждое утро новые прыщи, и старые не проходят. Вот этим гелем намазалась, уже к вечеру высыпание вообще, как то, что было, уже, знаете, так, ну,
и цвет не такой вот красный. На утро ничего нового не появилось, все заживало быстро. Вот. Потом я вернулась к своему какому-то прежнему уходу, был еще неприятный момент. И потом я стала на постоянку пользоваться. Короче, очень довольна, буду и дальше покупать. И цена вопроса в пределах 40 рублей. Но я покупала за 35. Также в этом месяце вот от такой марки я взяла базу под макияж. Это вот то, что модное сейчас, трехцветная база. Ну, пока я прям не могу такого уж максимального отзыва дать. Ну, знаете, скрывает какие-то покраснения, прочее, выравнивает, ну, я не скажу, потому что действительно для каждого цвета, там, зеленый, фиолетовый, розовый, да, эти цвета убирают какие-то проблемы, но по отдельности, а тут все вместе смешивается, и как бы, ну, мне кажется, это больше рекламный ход. Но то, что выглядит, эта база классно стоит, меньше 100 рублей на Валберес. И, знаете, увлажняет. И никаких проблем с кожей у меня нет. Но единственное, у меня есть все-таки подозрение, что немножко, когда наносишь тональник, вроде как скатывание какое-то происходит. Причем я пробовала с двумя. Ну, это не точно, то есть надо еще пока попроверять. Следующее, что у меня закончилось, это от бархатных ручек крем для рук питательный. Здесь стоит 4. Ну, я не знаю насчет там. У меня, понимаете, руки не проблемные, поэтому я пользуюсь просто чисто потому, что и коже рук тоже нужен уход. Ну, мне кажется, вряд ли он такой уж питательный. Легенький крем, скорее всего, аромат приятный, ну, во всяком случае, не противный. Покупала в Ашане на какой-то распродаже сразу много, чтобы на презенты, потому что там у меня ученицы, подружки, они же подружки, поэтому, ну, я знаю, что им это всегда актуально. Еще у меня закончился от Невской косметики крем для кожи вокруг глаз, омолаживающий, женьшеневый. По поводу данного крема могу вот что сказать. У меня изначально был крем для лица. Крем для лица просто шикарный, работает восхитительно. И я знаю, что многие мои подружки пользуются с огромным удовольствием. Ну, потом я решила, когда искала очередной крем для век, желательно бюджетный, увидела вот этот женьшеневый, решила взять. Думаю, ну, наверное, тоже будет хорошо работать. Но... В общем, по итогу я его отставила, он у меня стоял, потом, когда другой закончился, я вернулась к данному крему. Знаете, если он и будет работать, мне кажется, то, наверное, на совсем молоденьких девочках. Ну вот, за кожей в любом возрасте надо ухаживать, поэтому, когда чисто нужно вот увлажнить немножко кожу, поддержать, то да. А уже потом, когда нужна более какая-то серьезная косметика, этот гель, крем точнее, ну, вряд ли поможет как самостоятельное средство, но я его, знаете, как использовала, как базу под какой-нибудь другой крем. Потому что мы же используем базу под макияж, там, да, или под крем какой-нибудь тонер, там еще что-то, да, сыворотку какую-то, так и под глаза то же самое можно использовать. Поэтому я вот такие легкие кремики использую именно таким образом. Сначала наношу их, а потом что-то более серьезное. Дальше. Так, от Avon у меня пена для ванны почти закончилась. С ароматом сладкого миндаля 250 миллилитров. Я что-то заказывала сама, что-то мне дарили девочки, Марина Лимон, Оксана, привет вам и спасибо. Я просто уже честно запуталась, что я сама покупала, что дарили девчонки, но я помню, что-то дарили. Конечно же, очень красивая упаковка, причем пены, они и в больших бутылках, и в таких бутылках
по пенообразованию очень качественные, но в плане ароматов вот эти вот шарики, они круче всего. Ароматы лучше, ярче. Но, как я уже сказала, ванну я не люблю принимать, вот именно лежать. Но в свое время все равно приобретала, было интересно. Я перелила в дозатор для жидкого мыла. И вы знаете, я когда вылила все туда, стала пользоваться, я даже пожалела, думаю, надо было как гелем пользоваться. Но мне это и сейчас не мешает, я пользуюсь как гелем. Дело в том, что я обожаю аромат миндаля, а здесь просто восхитительный аромат, и он очень яркий, при этом он я бы все равно, напрашивается слово нежный, на руках остается, на теле остается, и когда душ принимаешь, прям ванная комната наполняется ароматом. Поэтому у меня сейчас это в дозаторе для жидкого мыла, но использую я и для рук, и для тела. Просто потрясающе. Руки мою каждый день, не сушат, никаких проблем нет. Далее закончились детские влажные салфетки. 60 штук, 0+, такая милая упаковка, стоили очень бюджетно. Я покупала, потому что, ну, там, когда с ушастиком подружка приходила гулять, там, ну, нужны были салфетки, вот она их использовала. Потом, причем, вы знаете, качество у салфеток очень хорошее, потому что как раз-таки я покупала, сейчас скажу, в мае месяце, в конце мая. Открыли мы их где-то в июне, до отъезда в Питер, то есть до 20 числа это было дело. У меня как раз приехал друг, что-то чинил, нужны были влажные салфетки для каких-то целей. И я ему прям показала, говорю, вот клапан. Но, разумеется, многие мужчины страдают вот этим. Он все равно разорвал. Вот. Дальше мы уехали в Питер. Подружка приходила, пользовалась этими салфетками для собаки. Потом эти салфетки в коридоре за пуфик завалились, я про них забыла. И вот буквально сейчас снимаю в августе, сейчас 10 августа. И с ними было все в порядке, они даже не подсохли. При этом жидкость в них не лилась ручьем. Аромат был такой приятный, ну, косметически нормальный, то есть могу посоветовать. Хорошие салфетки. Дальше от марки «Каждый день» ежедневные прокладки классические, 20 штук. Значит, поставлю я их в кадр, даже позабочусь на видное место, нервным, ну, не беспокойтесь, попейте что-нибудь успокоительного. Я в этом ничего плохого не вижу. Как бы обычные средства гигиены, которые, не знаю, как сейчас, раньше даже рекламировали по телевизору. Стоят они бюджетно и, как ни странно, качество очень хорошее. Не отклеиваются, не сдвигаются. Вообще прекрасно. Но я, правда, такими штуками пользуюсь редко, но они всегда должны быть. Вот. И вообще от марки «Каждый день» прокладки хорошие. Единственное, только если они не толстые. То есть вот там это ежедневки, а вот такие прокладки, я, насколько помню, ночные были плохие и утолщенные, а все остальные шикарные. Могу посоветовать. Вот. А так ничего в этом нет плохого, что это в кадре. Обычное дело. Сейчас этим никого не удивишь, и спокойно, когда там многие, когда мужчина идет в магазин, многие девушки и женщины спокойно просят приобрести что-то, и мужчины тоже сейчас не видят в этом ничего такого. Поэтому относитесь к жизни проще. Далее. От Superfood. Банановая маска для лица, для сияния кожи. В объеме 10 мл. Это у нас фитокосметик. К марке фитокосметики я отношусь хорошо. Брала с огромной скидкой, то ли
мне это обошлось в 11 рублей, то ли в 19. Там суть в том, что то ли 50% скидка, то ли 70% скидка по, ну, кэшбэком возвращалась. Кстати, когда в Ашане видите товары с кэшбэком, и если этот товар вам нужен, я вам советую, как делать. Как я делаю? Я сначала пробиваю, допустим, на кассе самообслуживания, неважно как, все товары с кэшбэком, он начисляется мгновенно, и списывать его можно мгновенно. А потом пробиваете все остальные товары и списываете кэшбэк. Это вообще очень удобно. Вот. Что касается самой маски. Ну, маска пахнет бананом. Действительно, очень вкусно пахнет бананом, такая ароматерапия, в принципе, 10 мл, если на лицо, хватит и на 2 раза. Ну, если я в этот раз решила не мелочиться, поэтому использовала за 1 раз, в том числе и на шею. Хотя мне кажется, что все равно довольно много, но здесь написано нанести плотным слоем на 10-15 минут. Здесь, что нам обещают? Для сияния кожи. Ну, я не знаю, в принципе, маска есть маска, кожа всегда свежее выглядит после. У меня есть еще одна упаковочка, я там разных набрала. И да, еще как раз-таки одну использовала из этой же серии, маску «Зеленый детокс», очищающую. Ну, я, честно, вот мне кажется, что особо очищения я прям не заметила. Аромат приятный, пахло там яблочком, еще чем-то таким. Ну, как-то так, знаете, плохого ничего сказать не могу. Но и так, чтобы восторженного, тоже особо я так не заметила. Потом покупали мы с другом Fix Price вот такой набор. Щеточки эти... Господи, как она, ну, клейкая лента для очистки одежды и так далее. Я просто все искала вот именно такую, а не с одной ручкой, потому что те прям плохого качества, постоянно ломались. Вот, а здесь и пользоваться удобнее. Сменные блоки сюда подходят. Короче, я довольна. Как всегда, у меня тут мешки для мусора от марки «Каждый день», 10 литров, 20 штук. Стоили 8 с копейками или 9 с копейками. Я раньше покупала данный продукт для того, чтобы, знаете, ну чисто там овощи, когда чистишь, что-то вот такое. А потом, в принципе, стала использовать. У меня, допустим, висит там на кухне в уголке пакет большой, и я в течение дня маленькие пакеты туда скидываю. Овощи почистила, так, что-то пылесос почистила. Они, вот я особо не припомню случаев, чтобы они меня подводили. А тут как-то я в Ашан не поехала, кинулась, у меня пакеты закончились. Я пошла в Fix Price, купила пакеты литров на 30 за 29, что ли, рублей. И вы знаете, я такого ужаса никогда не видела, по крайней мере, давно. Эти пакеты, то есть ты к ним прикасаешься даже не ногтями, потому что у меня привычка как бы, потому что у меня всегда длинные ногти, у меня привычка как бы по-другому все это хватать. Они просто рвутся постоянно. Так что вот это очень хорошее качество. Далее закончились у меня, точнее выбрасываю упаковку, пакеты для завтрака от марки «Каждый день». Я брала 100 штук, 31 на 24 сантиметра. Нормальные пакеты тоже много лет уже беру. То упаковку 50 штук за 10 рублей, то вот эту за 20 рублей. Очень хорошие. Так, еще у меня есть Fix Price набор декоративных наклеек. Это вот это вот сейчас покажу. Наклейка у меня. Вот это вот на столе. Давно покупала, а тут вот, к сожалению, попортила немножко стол, и поэтому пришлось наклеить. Хорошие наклеечки. От Clarins пробник закончился. SPF 50. Так, что это? Ну, в общем, защитный флюид, экран для лица, SPF 50. Ну, в общем, как-то ходила на прогулку, воспользовалась. Ну, вроде все в порядке. Ну, у меня был один пробник, поэтому сложно прям так сказать. Но в целом имеет место быть. Это еще все остатки ролика для одежды.
упаковка. Так, что тут у меня еще? Губка для посуды Bon Home. Упаковка, честно говоря, ну, вроде нормальная марка. Я тоже не припомню, чтобы что-то было плохое. От марки «Каждый день» платочки бумажные. Но я их использую по прямому назначению. И вот тут раскрашиваю, сухую пастель натираю, и карандаши. Хорошие платочки, бюджетные. Пакеты для мусора как раз особо прочные Bon Home. Вот, сейчас я вам покажу. Вот эти пакетики. 30 литров, 25 штук. Здесь, кстати, тоже, наверное, штук 25. Вот это вот ужас. Я не советую брать. Я их никогда... У меня уже, знаете, привычка у меня из, по-моему, Leroy Merlin, такой маленький, во влогах видно, около раковины лоточек. Я туда кладу пакеты и складываю мусор. Поэтому даже 30 литров я наполняла так, как если бы я наполнила 10 литров. И, короче, они все равно рвались. Это ужасно. Просто ужасные пакеты. Так, что у меня тут еще? Тут у меня всякие пробнички остались. И просто малышки. Так, у меня гель вот этот Skin Juice потек. И он еще так все пачкает неприятно. От, как он, All Rehab парфюм 6 миллилитров. Вот такой вот, это аромат Сандра. Сейчас у меня Choco Mask, белый шоколад. Вот. А сначала он мне очень нравится. Вот. Но он, кстати, наиболее стойкий на одежде. А вот этот даже на коже очень стойкий. И, конечно, всегда комплименты делали с этим ароматом. Просто прекрасен. Вот. Когда он у меня закончился, я его положила в одежду. Еще долго там сохранялся в комоде аромат. Вот. Ну, сейчас уже все. Поэтому я прощаюсь с данной малышкой. А так вообще здорово. Следующий пробник это Dolce & Gabbana. Dolce. Точнее, не следующий пробник, а пробник. Вот такой вот. Тамара, огромное спасибо. Ну, аромат приятный. В общем-то, но я все-таки люблю ароматы такие, ретро-ароматы, альдегидные. А это так, ну, побрызгаться дома, походить с собакой, пойти погулять, там, не знаю. То есть такое. Далее Аура Мюглер. Тоже, Тамар, тебе огромное спасибо за пробничек. Сейчас, господи, это ж надо, так перепачкалась. Сейчас, минутку. И салфеток рядом нет. В общем, вот такая малышка тоже с этим самым распылителем. Цвет очень красивый. Аромат приятный. Вот этот аромат мне реально понравился. Но у меня на него аллергия. То есть я его на кожу брызгать не могу. Если он мне попадает на кожу, а уж не доведи, Господи, если выйти из душа и на кожу, то это просто ужас. Жуткая реакция. Но на одежду очень даже неплохо. Правда, когда вот сейчас он полежал, там появилась такая неприятная нотка, то есть, которая есть в аромате от Faberlic Beauty Cafe. То есть, с одной стороны, чувствуются очень приятные ноты, но есть такая одна очень-очень душная, а я люблю душные ароматы, но вот это было неприятно. Следующий пробник, это подарочек от Оксаны. Привет тебе. Тоже огромное спасибо. И ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Это аромат Ciel My Darling номер 6. Аромат очень классный, понравился. Такой теплый, вкусный аромат. Я с удовольствием им пользовалась дома. В принципе, иногда и на выход пользовалась. Вполне можно. Так, ну все, вроде бы пакет у меня пустой. Все вам показала, рассказала. Кстати говоря, сейчас достану вот саму базу под макияж.
вот эта вот упаковка. Я забыла, что у меня тут рядышком лежит. Вот о чем идет речь. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мой инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи. Пока-пока.